Привет, друзья! Знание географии не менее важно, чем истории, литературы, математики и других наук. Потому предлагаем вам проверить знания. Сможете ли вы назвать себя знатоком географии? Какие горы располагаются на территории Индии? Гималаи – высочайшая горная система Земли, расположенная между Тибетским Нагорьем на севере и Индо-Гангской равниной на юге. Это самые высокие и недоступные горы планеты. Гималаи раскинулись на территории Индии, Непала, Китая, Пакистана и Бутана. Гималаи – место паломничества сильнейших альпинистов мира, для которых покорение их вершин – заветная жизненная цель. Какой стране принадлежит остров Огненная Земля? Территория Огненной Земли поделена между двумя государствами. Аргентине принадлежит южная часть главного острова, на которой расположен национальный парк Огненная Земля, все остальное относится к владениям Чили. Какая из этих столиц стоит на реке Тибр? Тибр протекает через всю территорию Рима. Ширина реки в пределах города достигает 120 метров. Много интересного можно увидеть на берегах Тибра, особенно в исторических районах Рима. Посреди реки в Риме расположен остров Тиберина. Также есть в черте города и скрытое русло. Это трубы, по которым течет очищенная вода. Тибр всегда являлся для Рима основным источником водоснабжения. Флаг какого государства взят за основу символа Международного Красного Креста? Первая эмблема международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Красный Крест на белом фоне, изначально не имела религиозного смысла, представляя собой негативную копию швейцарского флага, вместо белого креста на красном поле, красный цвет на белом. Женевская конвенция 1929 года признала Красный Полумесяц в качестве второй защитной эмблемы. Какая из перечисленных стран имеет самую длинную береговую линию? Канада – страна с самой длинной береговой линией в мире. Ее длина – 202 080 километров. Канада омывается тремя океанами – Тихим океаном, Атлантическим океаном и Северным Ледовитым океаном. Из-за большой географической протяженности береговые линии имеют разные экосистемы и дикую природу. Как вы думаете, какая страна является самой счастливой? Финляндия – самая счастливая страна в мире, она имеет рейтинг уровня счастья 7,804. Страна известна своей более умной системой образования, более дешевым здравоохранением, сильной социальной сетью и лучшими условиями труда. Жители страны очень счастливы и живут на высоком уровне жизни. В стране действует прогрессивная система налогообложения и перераспределения богатства, поэтому уровень жизни между богатыми и бедными не сильно отличается. В какой из данных стран производство пшеницы является отраслью международной специализации? Аргентина является крупным производителем пшеницы и крупным мировым экспортером. Сбор урожая пшеницы в Аргентине начинается в декабре и заканчивается в начале января. Аргентина стала первой страной, разрешившей производство генетически модифицированной пшеницы для продажи. Какой из перечисленных вулканов потухший? Шишель – потухший щитовидный вулкан в северной части полуострова Камчатка. Высота – 2525 метров, является одним из вулканов Срединного хребта. Недействующий вулкан расположен у истоков рек Правый и Левый Шишель среди красивейших озер Глубокого и Междусопочное.
Установить точное время последнего извержения пока не удалось, но сформировался Шишель в эпоху Голоцена. Самая зеленая страна в мире? В настоящее время Дания является самой экологически чистой страной в мире. В индексе экологической эффективности она достигла значения около 77,9 из 100 возможных баллов. Дания известна своей эффективной политикой в области выбросов парниковых газов и усилиями по предотвращению изменений климата. Также Дания лидирует в области чистой энергетики, устойчивого сельского хозяйства и обмена ее успехами и идеями с 19 мировыми энергетическими партнерами. Где находится полуостров Краби? Полуостров Краби – один из крупных полуостровов в Приморье. Находится на юго-западе Хасанского района, между поселками Зарубина и Пасьет. Полуостров представляет собой вытянутый с запада на восток массив древних вулканических построек, соединенный с материком узкой намывной косой. Какой известный путешественник первым достиг Южного полюса? Роальд Энгельбрект Гравнинг Амундсен, норвежский полярный путешественник-исследователь. Первый человек, достигший Южного полюса, 14 декабря 1911 года. Первый человек, совместно с Оскаром Вистингом, побывавший на обоих географических полюсах планеты. Первый путешественник, совершивший морской переход северо-западным проходом, позднее организовал и возглавил вторую в истории успешную экспедицию северо-восточным морским путем, став, таким образом, первым человеком, замкнувшим кругосветную дистанцию за полярным кругом. Как назвали мощнейший ураган, наблюдавшийся в 1969 году в бассейне Атлантического океана? Ураган Камила – самый мощный тропический циклон, наблюдавшийся в сезоне 1969 года в бассейне Атлантического океана. Скорость ветра урагана достигала 280 км в час, зарегистрированная высота волн составила 7,3 метров. Камила явилась причиной последовавших масштабных наводнений, оползней и человеческих смертей в Миссисипи и в районе горной системы Апалачи в штате Виргиния. В общей сложности ураган унес жизни 259 человек и нанес ущерб на сумму около 1,42 миллиардов долларов США в ценах 1969 года.